Ну что же, я хочу с вами сейчас подробно рассмотреть такой момент, как построение выкройки. Потому что именно построение выкройки– основной залог успеха нашей работы. Для того, чтобы построить выкройку, нам нужны мерки. С этого все начинается, никуда от этого не денешься. У меня на канале уже есть видео о том, как снимать мерки с собаки. И я отдельно сюда еще раз их выписала, чтобы они были на виду и под рукой. Я строю мерки разными способами. У меня есть табличка, в которую я просто заношу результаты измерения собаки. И она мне сама все это пересчитывает. Но объяснить, как построить эту табличку, это нужно еще одно видео такое же. И не у всех есть компьютеры, в которых эту табличку надо строить, а на телефоне это неудобно. Также я делаю выкройки в Designanit 8, DK8, всем известная. Тоже объяснить, как я это делаю, я могу с трудом, потому что есть люди, которые гораздо лучше владеют программой. Я просто тыкаю практически наугад. Но в итоге все-таки получается все в порядке. Не знаю, может быть, попробую как-нибудь снять. Самый доступный для нас, для всех метод – это построение на листочке. Вы не бойтесь этих моих чертежей, это не какие-нибудь механизмы. Это у меня такие выкройки. И сейчас я вам объясню, что это все такое. Значит, мерки. Можете рисовать вот это вот вместе со мной, эту выкройку. Это выкройка. Вот. Можете рисовать вместе со мной по своим меркам или по моим, как хотите, для тренировки просто. Потом сравнить, что получилось у вас, что получилось у меня. У меня это 10 мерок, необходимых для построения. Это объем шеи, длина шеи, объем груди за лапами, талия. Талия меряется у сук перед задней лапой, а у кобелей перед их мужским кобелиным достоинством. Вот. Длина спинки, длина шага, ширина задней лапы, то есть вы сбоку смотрите. Вот этого, кстати, в видео нет, я не мерила. Ширина задней лапы, это вы смотрите на собачку сбоку и так вот прикладываете сантиметр к собачке и смотрите, какая у нее ширина ляжки на уровне животика. Расстояние между передними лапами, расстояние от шеи до ширины груди, то есть до того места, где мы мерили ширину груди. И расстояние от шеи до задней лапы или до причинного места у кобелей. Вот всего 10 мерочек, которые помогут нам построить выкройку для жилетки, которая будет идеально сидеть по фигуре именно вашего питомца. С чего я начинаю свои рисунки? Надо бы... У меня здесь нарисовано сверху вниз, а вяжем мы снизу вверх. Поэтому вместе с вами я сейчас попробую сделать снизу вверх. Сама запутаюсь и вас запутаю. Надеюсь, нет. Начинаем мы вязать горловинки. Вот мы рисуем. Вот она горловинка. Ее объем шеи
вам не видно, 42 сантиметра. 42. Горловинку эту нужно нам поделить на животик и спинку. Животик у нас это ширина между передними лапами. Вот, расстояние между передними лапами 10 сантиметров. Из этого следует, что размер спинки у нас 32 сантиметра. Рисуем следующий кружочек. Вот этот. Это окружность грудки. Она у нас, вот объем груди 65 сантиметров. Размер грудки остается, животик остается неизменный. И здесь получается 55 сантиметров. И следующий кружочек это талия, которая у меня 49 сантиметров. Здесь 10, здесь 39 остается на спинку. Это у нас по объемам. Теперь по длине вязания. Кокетка, вот это у нас расширяется до от 42 до 65 петель за сколько сантиметров? Петель сантиметров. От 42 сантиметров до 65 сантиметров. И это у нас длина от шеи до ширины грудки. От шеи до ширины грудки это 20 сантиметров. Потом наше вязание сужается до талии. И вот это сужение у нас занимает... Где оно? Вот, это длина шага. От грудки до талии это длина шага. Значит, я написала у себя 10 сантиметров. У меня, когда собачка стоит, у нее 20 сантиметров получается. А когда садится 10, я решила, что лучше я сделаю 10, чтобы ей было удобно садиться, если что. Она, конечно, на улице у меня не садится, особенно когда холодно, но может садиться, когда ждет меня, пока я соберусь. Вот, чтобы ей было удобно, я решила оставить 10. И вот здесь вот, когда заканчивается талия, у нас еще остается голая задняя часть до хвостика. Вот там, где ширину лапки, я говорила, нужно померить. Вот, ширина задней лапы 14 сантиметров. Вот это вот 14 сантиметров. Этот нахлёст. Надеюсь, это понятно. Дальше. Отдельно я отрисовываю животик. Животик у меня длиной, я же мерила расстояние от шеи до задней лапы, получилось 42 сантиметра. И длина спинки у меня тоже 42 сантиметра. Значит, я напишу здесь 42 сантиметра. Так, 42. И животик. Вот я его рисую. Я стараюсь покрасивее нарисовать. Вот он. Он у нас, как мы тут уже знаем, 10 сантиметров. 10 сантиметров. Идея еще какая у нас? В чем? Что мы делаем манжеты. Манжеты. Каждая манжета у нас по 2,5 сантиметра, которые входят в животик. Значит, здесь я беру вот так вот, отделяю себе. Раз. И два. Вот. По 2,5 сантиметра. А здесь 5. Вот это мы вяжем 5 сантиметров здесь. Животик. А это у нас манжеты. Ну, манжета получается не на всю длину, потому что здесь дальше будет идти
у нас соединение, ой, не туда показываю, соединение с боком. Бок у нас 10 сантиметров, значит, это 42, 10 сантиметров, где-то вот четвертая часть, то есть 10 сантиметров, то есть манжета идет до сюда. Здесь еще 10 сантиметров остаются. Это мы будем набирать поперек. Резиночкой вязать. Вот так. Здесь теперь манжеты. Здесь это 20 сантиметров. Вот это вот у нас вырезы. Вырезы для лапок. Вырезы для лапок. Рисуем вот манжета. И где нарисовать? Тут. Вот тут манжета. И тоже она будет вязаться поперек и набираться вот с этих краев. Потом мы будем собирать вот внахлёст. Так, здесь у нас будет еще 10 сантиметров детали для бочков. 10 сантиметров. И здесь еще одна такая же деталь. И здесь еще одна такая же деталь. Тоже 10 сантиметров. Это уже будет у нас резиночка вдоль. Посмотрю здесь, что я еще не нарисовала вам. Горловина, скосы, грудка, талия, нахлёст этот, манжеты раз, манжеты два, и горловина. И остается у нас горловина, длина которой у меня, вот, длина шеи 10 сантиметров. Вы смотрите, как у вас там, больше, меньше. Вот, 10 сантиметров. А ширина, вот это вот объем горловины, шеи, объем шеи 49 сантиметров. Вот. Это, значит, сантиметры. Переходим на эту сторону. Я специально разделяю. Переходим на эту сторону. Значит, плотность вязания. Плотность вязания у меня на образце 2,2 на 3,2. Соответственно, петель и рядов. Это 1 на 1 сантиметр. Ну, или 22 на 32, если 10 на 10. Ну, удобнее на калькуляторе считать первые значения. Значит, а здесь мы рисуем абсолютно то же самое. Только теперь мы берем в руки калькулятор и цифры будем переводить в ряды и петли. А рисунок у нас остается тот же самый. Значит, берем. Я опять рисую горловину. У меня тут просто уже все посчитано, поэтому я с вашего разрешения не буду брать в руки калькулятор. Просто можете мне поверить. Так. Горловину. 42 петли это 42 сантиметра. Сейчас я всех запутаю вместе с собой. 42 сантиметра это 92 петли. Точно так же выделяем животик, который 10 сантиметров, и, соответственно, умножить на 2,2 это 22 петли. 90 минус 22 получается 70. 70 петель нам нужно будет набрать для начала на машинку. Дальше рисуем большой кружок. 65 сантиметров это 143 петли.
животик 22. И 143 минус 22 получается 121 петля. Нам нужно будет вот получить из 70 петель 121. Рядов у нас здесь 20 сантиметров умножить на 3,2, получаем 64 ряда. 64 ряда, значит здесь прибавки. Правильно? Прибавки. Придется тогда рисовать остальные детали в другом месте, да? Давай. Вот так он половину займет. Здесь будет прибавки. 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 Значит, из 121 минус 70. Получаем 41. Прибавлять мы будем по 2 петли в одном ряду. Значит, нам нужно будет сделать 20 прибавок за 64 ряда. 20 прибавок. Это значит, нужно прибавлять каждые 3 ряда. 2 петли по 2 петли каждые 3 ряда. Прибавки, вот мы с ними разобрались. Рисуем следующий кружочек. 49 сантиметров, это у нас 108 петель, 22 петли на животике, и остальное получается 76. Получается 76. И вот нам нужно убавить из 120 убавки. Из 121 петли минус 76 получаем, что это мы насчитала? 121 минус, не 76, 86, ну, совсем уже, 86. Получаем 35. Петель нужно убавить. Здесь у нас расстояние от места загрудкой до талии 10 сантиметров. Это 32 ряда. Ряда вот здесь напишу. 32 рядом. А, 35 петель. Мы будем убавлять по 2 петли в ряду. Я делю на 2. Получаю 17. 17 на 2 34. Как раз близко получается. И 32 делить на 17 получается 2. Правильно? Ну, приблизительно. Получается 2. Можно 16 взять. Еще меньшее число. Тогда мы точно получим 32. Можно 16. Вот. И получается, совсем тут уже буду лепить. Я все скажу. По 2 петли каждые 2 ряда. Вот, видите, здесь 2, здесь 3 получилось. Надо было просто выше начинать писать. Я пожадничала место. В общем, следующая деталь, про которую нужно сказать обязательно, это опять-таки наш животик. Который
Значит, здесь я посчитала, это 42 сантиметра. Здесь получается 10 сантиметров, здесь 32. И здесь еще будет 10, сразу себе сделаю 10 рядов. Рисую манжет. Так. Вот здесь ее отделяю. Лишнее стираю. Так. 10 сантиметров умножить на 3,2 получается 32. И минус 10 рядов получается 22 ряда. Получается 22 ряда остается до манжета. Засчитывается 22 ряда. И вот до сюда, до начала, нужно будет набирать манжеты. Манжеты. Их ширина 2,5 сантиметров. Но так как мы их вяжем поперек, мы их будем считать не в петлях, а в рядах. 2,5 это получается 8. 8 рядов. Вот так. Дальше. Эти манжеты, которые мы приделываем к спинке, они тоже по 8 рядов. Они набираются вот здесь вот между началом горловины и окончанием прибавки. Здесь мы будем соединять бока и с тех сторон тоже такой вот планочкой, которая тоже будет длиной 2,5 сантиметра. Только сейчас она у нас будет выражаться в петлях. И это будет 6 петель. 2,5 сантиметра это 6 петель. Вот это будет у нас резиночка. Одна деталь и, соответственно, такая же вторая. 6 петель. Я думаю, что еще надо сказать? Ну, еще надо сказать про горловину, которая набирается на все 92 петли, которые включают в себя и резиночки, манжет, и животик, и спинку. Вот это горловинка. Девяносто 92 петли. 32 ряда. Больше 10 сантиметров это 32 ряда. Так, сравниваем. Что я вам забыла еще сказать? Да. Вот здесь... Вот это я же забыла. Нахлестик наш. Нахлестик. Он тоже 10 сантиметров. 14 сантиметров. 14 сантиметров это 20. Ну, это 38 петель, но здесь я тоже в конце делаю резиночку, которая тоже 10 рядов, а 38 минус 10 получается 28 рядов. Порядок вязания у нас спинка, животик. На самом деле тут все равно. Вот это вот сначала вяжем спинку, потом можно к ней привязать манжеты, а потом вязать животик, а к животику уже привязать манжеты. Но соединения боков вяжутся
предпоследними, а горловинка вяжется вообще самая последняя. Ну, чтобы дать вам путеводитель, путеводную карту, хотела сказать, путеводитель. 3. И это 4. Вот так. Это 5 и 5. Вот они. Вот так. Но это не все. Мы же вяжем не лишь бы как, а с узором. И не с этим, а с вот этим. И узор этот надо разместить на полотне красиво. Сейчас я открою у себя и у вас. Вот, узор этот. Значит, узор у нас по 10 петель. Смотрим, горловина 70. Горловина 70. Ну, допустим, вот 70. Узор по 10 петель. Делим. 1, 2, 3, 4, 6. На краях я бы тут не стала вязать. Или нужно прибавить хотя бы 1-2 петли. Просто будет неудобно. Хотя я здесь вот вязала, ничего. Но это будет просто на всю спинку. И, естественно, это и работы больше. Я бы выбрала вот где-то, наверное, центральную часть. Вот эту вот. 1, 2, 3, 4, 5 повторов. Или же 6. Тогда у нас раппорты распределяются вот так. Это, считайте, разделители между десятками игл. Вот на Неве хорошо видно эти разделители, такие серебристые, по 10 иголочек. Вот так вот. Ну или вот так вот. Хотите 5, хотите 6. Без разницы вообще. Вот так вот тут все объяснила. Думаю, более-менее стало ясно. И все прояснится уже в процессе работы. Всем спасибо, что имели терпение дослушать до конца.